She wants you to thank you both and sorry for all the troubles which happened yesterday, but she's very thankful. Thank you very much. Мы очень счастливы, что And she's very happy. наша выставка состоялась, и хотим вас поблагодарить. Собака должна двигаться, но, видимо, там что-то не работает. Свет поставить здесь? Не надо. Is that my dog I can demonstrate? So this is my interpretation of the Labrador breed slang. Это ее интерпретация стандарта лабрадора. And as you can see, I breed all three colours. И она разводит все три цвета. And also, all the good dogs on here are mine. Все All the bad dogs are somebody else's. Все хорошие собаки, которые нам покажет ее, все плохие. And the next one. Again, this is a lot of words, but it says really that the first standard was written about 200 years ago by people who worked their dogs. Тут много чего написано, но в основном, что она хочет сказать этим текстом, что первый стандарт был написан 200 лет назад, и он был написан теми людьми, которые с собаками работали. То есть он основан на том, что лабрадор – это рабочая собака. This was done in 1916. Этот стандарт был написан в 1916 году. The only thing that is really different Единственное, что изменилось с тех пор. should be yellow or black. Единственное, Eyes should be yellow or Единственное, black. что изменилось в стандарте с тех пор, это цвет глаз, потому что в этом стандарте написано, что глаза должны быть желтые или черные. We now say no yellow Теперь, and no black. теперь не разрешены ни желтые, ни черные глаза. From hazel to, I don't know what hazel is to, hazel to dark brown. Теперь глаза должны быть коричневые. But what they wrote then is exactly nearly the same as what we have today in the standard, which is also FCI standard. И во всем остальном стандарт остался таким же, как в Англии и FC также используют этот стандарт. And you can go past that one, next one. Right, general appearance. Общий вид. It says strongly built. So a strong dog carrying some weight, not too much weight. В стандарте написано, что у собаки должен быть хороший костяк, у собаки должен быть достаточный вес, но не слишком много веса. It says the skull should be broad, but it's not a Rottweiler. Череп должен быть широкий, но это не должен быть ротвейлер. Okay? It also says short couple, so here, from the rib to there, about 1 hand. Расстояние между последним ребром и бедром должно быть примерно ширина ладони. And they will have seen on my write-up, I talk a lot about ribs. They should have good barrel rib. И для нее очень важно, чтобы ребра были достаточно округлые. It says it should be good-tempered and agile, which means it should be able to jump. Стандарт говорит о том, что у собаки должен быть хороший характер, и она должна быть спортивная, что означает, что она должна иметь возможность прыгать, потому что это рабочая собака. Sometimes they are too heavy, they cannot jump. И иногда лабрадоры слишком тяжелые, тогда они не могут прыгать. Temperament. This dog up here, this was taken, he was 10 years old that day. Это фотография, когда этой собаки здесь. A very kind, gentle dog who I was very lucky produced himself. He was a stud dog who you look around the ring and say, "Oh, I swear."
and square. Fair and square. He produced. Он был замечательным производителем, очень передавал свой тип. But this is also another photograph. First photo on that's another photograph of him that day. But 10 years old, should be looking fit and healthy still. И на этой фотографии Only 10 лет, late middle age. и 10 лет лабрадор должен быть еще в полном здоровье, и в принципе для нее 10 лет для лабрадора это всего лишь средний возраст. It says, I think the Labrador should be a sturdy, meaning strong, but not a fat dog. Лабрадор должен быть широкой собакой, костистой собакой, сильной собакой, но не толстой собакой. He should be able to carry a heavy hare or bird and jump. Должен только гордиться, что он может носить тяжелую птицу или зайца, но также, чтобы он мог высоко прыгать. A dog that works has to work all day and still have enough left to get through to the Потому end что of the лабрадор day. рабочая собака, и рабочая собака должна работать целый день, прыгать, носить тяжести и все еще не уставать до полусмерти к концу дня. And the people that breed either side, either too skinny, too fat, И заводчики, are not healthy. которые разводят либо слишком толстых, слишком больших, либо слишком маленьких, слишком худых, лабрадоров никоим образом не помогает. Always remember, this was drawn up by people who worked the Labrador. То есть, когда мы читаем стандарт, важно помнить, что стандарт был написан людьми, которые работали с собаками, лабрадоры на рабочей породе. This is one of my bitches at home, and I think has a beautiful bitch head. Это ее одна из ее сук, и она думает, что у нее очень красивая голова. Should have a broad skull, Должен быть достаточно широкий череп, defined stop, хороший стоп, nice clean cheeks. должны быть хорошие. Not like me, okay? Не должна быть собака скуластая. A good length of muscle. Хорошая длина носа. You saw yesterday all the time, I'm looking at Labradors, I measured their muzzle all the time to make sure they weren't too short to pick Нос не up должен быть слишком an короткий. animal. Yeah. Nice big nose with nice big nostrils, Сам нос должен быть достаточно большой. so they can smell the birds. Okay? And the muzzle should have a square appearance. И морда должна быть достаточно квадратной. It shouldn't be Я не thin. знаю, как это по-русски называется. Передняя часть. Should not be narrow. And if it's too short, it's very hard to pick up anything big. Если эта часть слишком короткая, то собака не может работать и носить достаточно большую дичь. Okay. Head faults. These are not my dogs. Неправильный голос. Very droopy eye, okay? Висящие глаза. This head is he's a big strong head and a round eye. Эта голова немножко слишком тяжелая и глаза круглые. We should have more an almond shaped eye. Форма глаза должна быть такой. Okay? More head faults. This one again, too much. Everything Слишком too большая much. голова. Very jowly, too much lip. Очень много брылей. And here underneath, too much lip. И сырая шея. This one, he has ears too high, Слишком высоко посаженные уши. rather a thin nose, Слишком маленький нос. and so it makes his expression look very hard. И поэтому выражение лица слишком серьезное. Again, we say eyes, medium size, almond sort of shape, and expressing intelligence. Глаза не должны быть слишком большие. Again, Должны выражать a nice dog. интеллигентность. So that would be one of mine. Yeah. Okay, and the next one. Ears. Теперь про уши. Not too large or heavy, and they hang close to the head. Уши должны быть не слишком большие, не слишком тяжелые, должны висеть близко к голове.
when you're looking at puppies, if you have already the ears quite high, they will be even higher when he's finished, looking very strange. Когда вы выбираете щенка или смотрите на щенка, если у щенка высоко посаженные уши, то эти уши никогда не станут правильными, они только будут подниматься и подниматься с возрастом. We don't say what size, we just say neat. I mean, I had a bitch with small ears once, but she was a small bitch, so it looked okay. Уши не измеряются, и в принципе в стандарте не отражено, какого именно размера они должны быть. Там только написано, что они должны быть аккуратными, и все индивидуально зависит от общей гармонии собаки. То есть если сама собака не очень большая, и при этом у нее достаточно маленькие уши, то нормально. Но на очень крупной собаке маленькие уши, или наоборот будет смешно. But when she had a puppy, a big bitch with her ears, it looked silly. She had a puppy, a big puppy, when she was a dog, with her ears. И у нее родился щенок, кобель, который был большой кобель. Но когда он вырос, и у него были ушки, как у матери, маленькие, это выглядело очень странно и неправильно. Next one. Mouths. Oh, this is my favorite. Scissor. Прикус. Правильно. Just one over the other. Overshot. As a puppy, don't worry. У щенка такой прикус совершенно нормальный. Because dogs, like humans, grow from feet up and tail forward. Потому что собаки, так же как и люди, растут с ног снизу наверх и сзади наперед. То есть нижняя челюсть растет гораздо дольше, чем This is the верхняя. last thing to grow at about 16 to 17 months in a Labrador. Нижняя челюсть вырастает последние где-то в 16-17 месяцев только. So if you're a little overshot as a puppy, by about 15 to 16 months, usually it's okay. То есть для щенка достаточно нормально, даже правильно. This will never get better. If Это it's никогда. undershot, it'll only get worse. But Это никогда не улучшится, а ухудшится. I had a dog who at 16 months won the class at Crafts Junior. No, 15 months won the class У меня Junior. был кобель, который выиграл на крафте в 15 месяцев в юниорский класс, And had scissor. и у него были прекрасные, правильные прикусы. 6 weeks later, level. Через 6 недель у него стал ровный прикус, So I gave him away и она его to my отдала. sister. Because in England we don't do operations to make it better. Потому что в Англии не ставят пластинки. Как часто делают в России. Also, the standard, FCI standard, says complete scissor bite. Стандарты все говорят полный. In the whole of the gun dog group in England, which is your group 7 and 8, there are only 5 breeds that ask for complete dentition. Значит, в английском стандарте на всех охотничьих собак, то есть почти это 7-8 группа, есть только 5 пород, которые должны иметь полный ряд зубов с правильным прикусом, и породы эти. You noticed neither Heather or myself yesterday once looked for premolars. Они никогда не смотрят задние Because зубы, if there are some missing, it does потому что по not стандарту неполнозубый matter. голден или лабрадор это совершенно нормально. По стандарту голден или It is лабрадор не not обязан in your быть standard. полнозубым. Он обязан иметь правильный прикус. The British Это не standard стандарт. is FCI standard, it is your standard. Premolars should not matter if there are some missing. Поэтому если собака не полнозубая, это вообще не имеет никакого значения. I once made up a champion dog, and it wasn't until 5 years old, big black dog, I realized he didn't have too many teeth. And I had 1 premolar, 1 premolar, 1 premolar, 1 premolar. So I had 8 missing. And in England, this didn't matter У at нее all. есть чемпионы, английские чемпионы, разведение с 8 недостающими зубами. And he was a good working dog Он with был my хороший, husband. был очень хороший рабочий собака.
So your judges get it wrong. И ваши судьи неправильно, что они считают зубы и считают очень сильным недостатком неполнозубость. Now I've had my lecture, I may go on. Next one. You can say now. This to me is, I get very angry. Для нее это очень важно было сказать про зубы, потому что она крайне не согласна с тем, что в России считают зубы и считают неполнозубость сильным недостатком, и по поводу пластинок тоже, естественно, про исправление прикуса. This is a bitch of mine called Champion with Banya. Это ее сука. She is my husband's blonde. Это блондинка ее мужа. This is the blonde in his life. Блондинка его жизни. Oh, he loves her. She's now 9, but she's beautiful. But a lovely, nice clean neck, set into a good shoulder. У нее красивая шея, переходящая в очень хорошее плечо. They can pass that round, that's a photograph of her there as well. We don't want dewlap. Перевести? Нет, ну просто. Нет, ключевая. She's asking what she has with her back and angulation. That's plenty for a Это Labrador. прекрасная ангуляция для лабрадора. It does not ask for over-angulation. А стандарт не просит переизбыток углов. We'll get there in a minute. But sometimes you see more in yellow than black, maybe a bit throaty. Dewlap. No. You see it more in yellows than we do in blacks. В паре лабрадоров чаще можно увидеть собак с сырой шеей. Но она не имеет в виду эту суку, что у нее сырая шея, а в принципе, что сырая шея чаще у... And the shoulder, from the top of the shoulder blade there, down to the bottom there, and down to there, should be the same length. Длина лопатки и плеча должна быть совершенно одинаковой. Go to the next one. This is Banya again, on Это та же самая собака работала. retrieving a dummy at home. But we drew the angles on her that she had. Ну, This с is нарисованными withers. углами. This is point of shoulder, bottom of the shoulder blade, back to the elbow. Это правильная лопатка и плечо, правильной длины, правильного угла, правильном сочленении. This here is the pin bones on top of the dog, back to the point of buttock, back to stifle, back to hock. Those angles should nearly be the same front and back. Да, задние углы тоже все одинаковой длины под правильным углом, и задние углы и передние должны быть примерно одинаковой длины и соединены под примерно одинаковым углом, как спереди, так и сзади. Tell them they have a bottle. I give this one a minute. I want you to hold it out, and after a few, hold out. Pick it up, hold it out. And after a few seconds, it gets heavy. Что если вы держите бутылку через несколько, или что-то тяжелое, через Now несколько bring it секунд into your это chest. оно начинает казаться Does it тяжелым. hurt? Если сюда приставить, она Good не тяжелая. shoulders are like this on a dog. Bad shoulders are this is what the dog feels. Хорошее holding the bottle. хорошее плечо это для собаки, которая работает, которая должна работать. Это для нее то же самое, что нести птицу или что-то тяжелое вот так. Плохое плечо это то же самое для собаки нести птицу вот так. And bad shoulders, even if the dog is not working, makes the dog do maybe nearly twice the amount of steps to cover the same ground. И даже для нерабочей собаки плохое плечо заставляет ее делать в 2 раза больше шагов, от чего она, естественно, устает, перегружается. Neck, by the neck. That's it. Make it hard. That's it. Then bring it in. Can't feel it, can you? Come on. This is a dead bird. You hold it by the neck. Come on, cover it. It's a dead bird. She's holding by the neck. Now bring it in. Huh? They are lazy. Yes. Lazy. Okay.
Okay? So it is important, even if you're not working, to have correct construction. Для здоровья и удобства жизни собаки, даже если вы не работаете со своей собакой, очень важно иметь правильные углы, как спереди, так и сзади. This you can see in the puppies before you choose them. И это видно у щенков еще до того момента, как вы их выбрали. I cannot see a puppy when they're babies. Okay? 5 weeks on the table Все это можно видеть в 5 and недель. write И about записываем each все, что puppy видим по поводу каждого щенка в 5 and недель. take hair out so I know which puppy I'm looking at. 2 weeks later, 7 weeks, В 7 недель опять то же самое. I do them again. 7 weeks, I choose my bodies. И в 7 недель она I выбирает know щенка. which ones I do not want to keep. Она знает в 7 недель, каких она точно не хочет. My son was not allowed to have a Labrador in case he chose the wrong one, and I had to look at it for 12 years. И она запретила своему сыну иметь лабрадора, потому что он мог выбрать неправильного, и ей пришлось за ним ухаживать 15 лет. So he had a smooth fox terrier У нее who был... bit all my Labradors. Поэтому сыну дали просто терьера, который был маленький и But никому не мешался. I cannot look at bad construction. It really upsets me. Но она не может смотреть на лабрадора с плохой None of my конструкцией, это ее dogs раздражает просто. at home have bad construction. Никто, у меня нет дома собак с плохой конструкцией. I don't care how pretty it is, it must have pretty head as well as beautiful body. You can repeat that one. I don't matter about the head. И, в принципе, голова ей не важна. Самое главное для меня это конструкция тела. Pass this one round. This is Banya, yeah, the one you saw Yeah. before. This was her as a baby. Not very much head. But I knew what I would get, so don't always go for too much. Это же сука, This только was- это когда она была щенком. Это Same потом. bitch. В щенке голова, в принципе, неважное дело, и не нужно искать много головы в щенке. В щенке главная конструкция. Голова – последнее дело, на что смотрим. So don't always go for the biggest И puppy. не нужно выбирать, не нужно обязательно выбирать самого большого щенка или щенка с самой большой головой. Размер вообще не имеет Let's go to значения. the body. Right. There's only 2 breeds in the gun dog group that have barrel rib. Must come out from the spine out. That is the Labrador and Chesapeake. Только 2 породы. То опять же уменьшается толчок. If you put a hop too far back, this is the whole piece here is the driving, the powerhouse of the dog. Да, вот этот вот кусок, где была у нее, где был красный огонек, And if this is too far back, you do not have to это push. то, что You just делает don't. собачье движение. И если скакательный сустав стоит слишком далеко от этого, у собаки нет толчка. А про коленку можно? Вот коленка не должна быть больше, чем это. Потому что если коленки больше, чем это переубленная собака, у которой нет толчка. Это Вот как-то не хватает. окей, Нормально. Книга. That's the stifle here. This is stifle. Yes. That's their opinion. Tell them I've been judging them for the last 30 years. And my opinion is more valid. Это ваше мнение, она судит лабрадоров 30 лет, и ее мнение более правильное, чем ваше. Also here, which you can see when you're looking for your puppies, second thigh. You want good thigh here, Очень важно, когда but you выбираешь also want щенка, second thigh. чтобы вот это место, Below the side. здесь сейчас указка, что оно достаточно широкое, достаточно упругое и такое толстенькое, наполненное. Оно тоже дает толчок. Okay, let's try another one. We can agree to disagree. Let's come to top line. I've got feet, tail. I haven't got top line. Never mind, I have the top line. Go back to top line. Again, we're trying to show top line. Should be, I know it's a dark picture here, should be straight, Это правильная линия верха, она должна быть not ровная, sway back, not dipping. не должна быть такой. Should not go up over the
the learn and the proof. Проваленность, переслежена или... В общем, слева хорошо, справа. What did you say? I said so in general, left one is good, the right one is bad. Correct. But that is correct. Absolutely correct. And we go to the next one. Again, hindquarters. Again, to us, in England, and remember we did start off the Labrador, not Russia, this to us is enough to turn a stifle with a nice short hop. Это тоже правильно задние конструкции, углы. Для лабрадора. А? Я бы тоже сказала, но я молчу. На это вам сказали, что человек судит 30 лет и считает, Ну, что это мнение понятно, более да, правильным, поэтому чем говорите. ваше. The taller the hop, the more they can turn in, and then cowhocks is a very serious fault and takes away all the strength. Чем выше, чем длиннее скакательный сустав, тем, естественно, собака, ей легче иметь коровину, а коровина серьезнейший недостаток, который убирает, опять же, толчок и не дает собаке хорошо двигаться. If you have incorrect hind angulation, it will not push the body forward. Собака с неправильными задними углами не может бежать достаточно хорошо. And powerful rear end should look as if they're pushing the ground away from them when they're moving. Достаточно сильная и правильная задняя конструкция должна выглядеть так, как будто они отталкивают из-под себя землю, когда бегут. Right, let's go to feet. Feet. Again, quite a nice tight foot. Это правильная лапка. These are down on pastures and rather flat. Это часть, мягкая часть и лапка немножко. Most of my dogs yesterday had good feet. Большинство собак вчера имели хорошие, правильные лапы. And any working dog should have good pads underneath. You do not want thin, flat feet, because they will hurt after working. Рабочая собака, для рабочей собаки обязательно иметь лапы в комке, потому что если это не так, и собака будет работать на плоской лапе, ему просто будет все время болеть лапы, она не сможет работать. They have the same problem here as a lot of flat coats in England, and most of the flat coats had rather a thin, flat foot. And again, it should be tight, like the other retrievers. Флеты вчера имели большинство из них неправильные лапы, плоские, не в комке. Okay, we'll go to the next one. Tails. Tails are very distinctive on a Labrador. We sometimes think of the three main points is head, coat, tail. Три очень важные вещи в лабрадоре. Голова, шерсть и хвост. You said all three. But it should also have a very good body in between all of those Но, things. безусловно, собака должна иметь очень хорошее тело между этими тремя. Here, little low set. It should more or less go straight off the croup. Это несколько низко посаженный хвост. So it comes over the croup a little and then down. It's a good fat tail, but it's a little low. Хороший хвост, но несколько низко посажен. This one we have a game for children in England, pin the tail on the donkey. Это хвост. They're blindfolded and they put a tail on a drawing of the donkey. Это в Англии есть такая игра, когда детям завязывают глаза, и они должны... This is what they did here. Too high. Слишком высоко. So they've got a very high tail. So when that moves, that will go way up. И что, если, когда эта собака будет в движении, этот хвост будет очень высоко, будет высоко нестись. Although the standard says we may have a tail that goes up somewhat, nobody likes it. We Стандарт like позволяет straight. хвост, который несется немножко выше спины, но обычно это не любят, и лучше, чтобы хвост был в линию спины. This tail, rather thin, going up too high, and feathery. It should not be like that. Это слишком тонкий хвост, он слишком
высоко несется, и на нем есть шерсть оперение, которое не должно. The tail should wrap round on a Labrador. Хвост должен быть круглый на лабрадоре, шерсть должна быть круглой. Some older judges will actually hold the tail up to look at the hair, just touch it. Многие пожилые судьи будут смотреть хвост у лабрадора, подняв его, и посмотреть, насколько он круглый. So if you have feathers, get the thinning scissors out. And get rid of Если есть them. у вас лабрадоры с Pull the tail up хвостом, and go down, get rid of it. Okay? You can make it look better. Right, and the next one. Just movement. It should be, when the dog is going away from you, the back legs should cover the front. When the dog is moving away from you, Yes, the back legs should cover the front legs. I shouldn't be able to see the front legs inside. Когда собака в самооцениваемом движении собака убегает от судьи, а судья не должен видеть передние ноги, то есть задние ноги должны быть так же широко, как и передние. Да, то есть не должно быть, что между задними ногами виден передний, или наоборот, что за задними ногами мы видим передний. And the other way round, coming И то же towards you. самое обратно. Когда собака бежит обратно, за передними ногами мы не должны видеть задними. If you look from the side, if you have, Когда мы смотрим движение по стороне, we have some shapes before. Let's flick back and see some of the. I want the shoulders. Go back. those one, No. this one was bent, no. There was one up there before on the front. Where is it? No, it's not. You had it on the thing before. Oh, never mind. Okay, go back. Go back to the one with the lines on. Lots of time yesterday I had, this was correct. Nice neck, good lay of shoulder. Вчера при движении, когда смотрим на движение сбоку, у нее было, она видела хорошую шею, хорошее плечо. But this was not the same length and it was short and straight. А эта часть была слишком короткая и прямая, и не такой же длины, как верхняя часть. Что у вас плечо или лопатка? Сверху лопатка. This is in Labradors all around the world. Плечо очень часто вчера было слишком короткое по отношению к лопатке и слишком прямое. But this you can feel when you're puppies. Но это So можно if it hasn't почувствовать got that у щенка. as a puppy, it will not appear as an Если у adult. щенка плечо короткое и прямое, но никогда не справится. If you have this, you can get your arm out to grab the ground in front. Если такая конструкция, собака может выносить далеко вперед лапу. If you have this, Если плечо короткое, прямое, то собака этого сделать не может. so Может только correct, you can really grab the ground and push. Little bit, only a little bit there. It's tiring. The dog does Для more собаки это walking. очень утомительно бегать так коротко, с прямым плечом. So correct construction helps to make correct movement. Поэтому правильная анатомия конструкции собаки делает ее правильным движением. Tail, gait movement, and next one. Ah, there she is. Yeah, She's there is. running. Yeah. I've lost Coode. Do we have Coode? Go back. No, I haven't got it. Anyway, let's talk about coat. The coat on a Labrador should be double. Шерсть должна быть двойная, Must have undercoat. должна иметь подшерсток. The top coat should always feel hard. Верхняя достаточного роста, но она была самой лучшей конструкцией, она And she didn't have too much из-за head. конструкции. У нее не Again, было she had not too головы, much head но as a голова ей baby, не важна, как щенок, важна конструкция. but it came. Потом все Нет, пришло. Hang on, I have another experience.
In England, we have tests for eyes, and I found out I had a bitch who was a carrier of GPRA. Yeah, okay. So, yeah, I said the whole thing, and you described. Right, so she was so good, I mated her. She was a C, a bitch with teeth. I mated to an A dog clear. Every puppy was a B. So I kept the best puppy. 2 years later, I mated the best puppy. That best puppy. She is now also with 2 CCs, this bitch now. And I put her to a clear, so half my litter is carrier, half is thing. I test them at 6 weeks. 2 good bitches in the litter. 1 clear, 1 carrier. The best bitch was the carrier. I kept her. I see your point. So, значит, что бы ни было у собаки, к примеру, у нее, она вывела собаку, которая была, у которой была атрофия сетчатки. Атрофия сетчатки достаточно серьезное заболевание, хотя собаке она не мешает. Самое главное – конструкция. Она повязала эту суку, безусловно, с кобелем, который не несет этот ген. У нее родился помет, естественно, в нем все имеют этот ген, но он не доминантен. Она выбрала лучшего щенка из этого помета, с самой лучшей конструкцией, зная, что у него есть этот ген. Она повязала его еще раз, опять-таки с кобелем, у которого нет этого гена. У нее родился помет, в котором есть один щенок, который свободен от атрофии сетчатки, другой щенок, который несет этот ген. Тем не менее, себе она оставляет щенка, который несет этот ген, потому что этот щенок лучшей конструкции. То есть самое главное – это анатомическая конструкция тела. Все остальное – это вещи, которые можно менять, над которыми можно работать. Если нет анатомической конструкции тела, нет ничего, и все вопросы про рост, про эту косточку, ту косточку, прикус, еще какую-то болезнь, это вообще все не важно, если нет правильной анатомической конструкции. Это вот сука, которая This is the bitch I kept, the carrier. She has now had a litter of 13 babies. I now have a clear baby from her. И вот сейчас, через 4... And yesterday she got her junior warrant. Через 4 поколения, у этой суки, это уже 4-е поколение с начала той истории, у нее сейчас у суки 13 щенков, и в этом моменте через 4 поколения есть щенок, свободный от этого гена, с правильной конструкцией. То есть, что бы ни было, нужно выбирать правильную конструкцию, общую правильную конструкцию. Все остальное вообще не имеет значения, над этим можно работать. And if you're looking at a litter, you have bread. If there is nothing as good as you have, or better, don't keep it. Если вы заводчик, вы имеете пометы, вы смотрите, нужно ли что-то оставлять себе. And pass this round. This is what you don't breed. Okay? Когда мы смотрим на помет, мы себе, как заводчики, должны оставлять только то, что лучше конструкции, чем то, что мы имеем уже, или хотя бы то же самое. Ничего худшего себе оставлять не нужно, и уж точно нельзя пускать разведение. Это вот то, что никто из нас вывести не хочет. Я, правда, вообще даже не могу. You are the charge of our breed. Do not make this. Вы все хранители породы лабрадор, поэтому, пожалуйста, не разводите вот это. У нас мы дали петербургское А постав хвоста на что? Постав хвоста, вот если он неправильный, высоко посаженный, низко посаженный, это чисто эстетически или это ничего Постав хвоста или поноска хвоста? Выход хвоста. Ну постав. Выход хвоста. То, что Как он прикреплен в попу, как собака его несет. Wrongly set tail, not wrongly carried. Wrongly set tail. Yeah. Does it No, not really. It's just a fog without influence. Не несет
часов никакой. То есть чисто эстетически. Эстетически. И еще я не услышала про пясти. Что? Пясти, короткие. Даста паста. То есть про скакалки мы слышали? The pastern should be pastern. Yes. Pastern should be from the hock to the foot. The pastern should be short. Короче. Не короткие. Longer makes it longer. And just to show you, I do breed black ones as well. И черных она тоже разводит. And this is mother and son, both champions, full champions, working class. Это мать и сын, оба Working. чемпионы. Father on top, son on the bottom. I am finished, it's all yours, Heather. Мать наверху, сын внизу. Do you want me to May I just have 2 minutes? 2 minutes. give me your voice? Yes. My voice, I need 2 minutes. Count up. 2 минуты, извините, пожалуйста. This little bitch had a pretty head. She had nice teeth. She had enough muscle. She had nice ears, lovely eye. And when you put your hand here, she has full chest. It should sit in your hand. If it's very flat there, you have the wrong shoulder. Если слишком плоско, то будет неправильное плечо. Если грудь не ложится, если нет роста, то будет слишком прямое плечо. I put my hands there, on the shoulder, there, and there. So my hands always make a triangle. Can you get her up? That's too much, surely. It's slippery. Она боится. Скользкой, скользкой. Свет выключи. Свет выключить, а ты прям там. No, it's too much. She needs a mat. Света, можно? She's going to pee or something. Я не вижу, что-то такое, чтобы не скользило. Скользко, конечно. But again, this was enough stifle. Good second thigh. You know, you can see all of these things when standing. Muscles. Good muscles. Хорошие мышцы. And the tail, you just pick it up and you get rid of some of the furry bits if you've got furry bits. Don't take off too much. Doesn't say how long, but just it should look balanced. Tail. And pull back the hair and have a look. See, when you're looking at judging a Labrador, run its fingers up the side, and it should leave a mark. If people look up here, you know they haven't got a clue what they're looking at. They do not know what they're doing. Нет, ну я не могу ничего делать. Вот это короткая. Шерсть хорошая, да. Жесткая, она не должна Also another way of go back a bit. There is fine. Another way of looking at length of shoulder and elbow is to pick up the foot. Oh, I can't see it. Everyone's she's scared now. You can pick up and you can see the length. Если поднять вот так ногу, то очень легко, собственно, вот и вот оно одинаково. But everything is on the baby at 9 weeks. Вот начинается. If it hasn't got angles, it will not grow them. Вот и вот. Yeah. Вот это Fingers here. нет, самое главное. End of the bone here. Самое главное в этом. Back to elbow. Nice. Самое главное в этом проблема в России. deep в том, что мерить triangle. только это. А мерить нужно это. Deep triangle, good. Tall, thin triangle, bad. Right, I finished. Да, конечно, you've got it. You have the disc. We get it later. У меня же нет никакой презентации, поэтому я, собственно, готова ответить на любые ваши вопросы. Что? Вопросов нет практически. Ну тогда мы не нужны. Нет, 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 а по лабрадорам по выставке никто ничего не хочет спросить? Ну давайте сейчас едем и поговорим, а то уже не прилично. Она сидит, опять ждет. Да, хорошо, давайте. Can I have some of that water?
Да. Можно она просто расскажет впечатление от собаки? О выставке, да. А выставке что понравилось, что нет? И Голден, и Лапы. Они, Я они тоже достали. Давайте сначала Голдена. Мы сейчас давайте поговорим про Голдена. Про Все-таки Голдена. другая совершенно Нет, пара. про Голдена, да. Thanks. Потом мы обязательно спросим, скажи, что Thanks once again to my warm-up act. And I hope to go through this efficiently. And I'd first of all like to thank you all very much for staying yesterday. I don't know how much of you are actually Golden Retriever exhibitors. I recognise one lady here, but I think there's Она хочет, во-первых, сказать большое спасибо всем тем, кто вчера ждал до ночи и имел такое терпение. Спасибо. Carole, of course, has just gone through the Labrador breed standard, and although we have a different breed standard in the Golden Retriever, I think for me to do the same would be rather too much. So I'm going to be here now to answer any of your questions. I hope some of them are going to be relevant, and we'll try and keep them as succinct as possible so that tomorrow doesn't go programs. All right? I think some of them probably understand English, you know. They were laughing at me when you didn't understand. They just laughing at me. Где мы были? Да. То понятно, что у Голдена все-таки стандарт другой, но она не будет рассказывать про голландский стандарт, а то мы тут тоже будем сидеть очень долго, поэтому, как я изначально сказала, просто ответить на какие-то вопросы. And the first question was, what is your general opinion about show yesterday, the dogs quality, the general level of the dogs, so general. Well, the show and the dogs are Dogs. two separate elements. Let's speak about the dogs. The dogs I was very pleased with. Выставка собак. I Про have, to, выставку не буду. I have to compliment you tremendously on the showmanship and the handling of the dogs. You have some excellent handlers, which I have to say, of course, makes the judges' job so much easier. It's far easier to go over a dog that's stood correctly when people know what they are. So I have to applaud you all for that. Thank you very much. Ей очень понравилось, в принципе, что все выставлялись с хорошим настроением, так долго ждали, и все равно все вышли в ринг. Замечательные в России хендлеры. Она под огромным впечатлением от хендлеров, как они выставляют собак. И, безусловно, судье судить гораздо легче, когда выходит хендлер и превосходно выставляет собаку и показывает лучшие из ее. I think one of the problems that we will always have at shows is the size of the ring, because most of these working gun dog breeds need a fair amount of space, and I think that the majority of dogs probably take 3 or 4 paces before they even get into their stride. We were asking these dogs yesterday to take 3 or 4 paces and then turn direction, 3 or 4 paces and then turn again. Одна из самых больших проблем это величина ринга в любой стране, но для наших пород обычно занимает 3 или 4 шага, чтобы собака, которая хорошо двигается, вошла в свой темп и могла показать свои движения, тогда, когда на рингах такого размера, и это не только тут, везде такие ринги, чаще всего наши породы, они через 3 шага, когда они только нашли свой темп, они уже должны поворачивать, и поэтому на таких рингах очень сложно оценить движение. And of course you can get some handlers that will make a situation worse, and some handlers that can make it a far better moving. И, естественно, какие-то хендлеры очень сильно ухудшают движение собаки, которые показывают. Безусловно, с другой стороны, есть хендлеры, которые умеют заставить собаку бежать такими движениями, сильно улучшают движение, что... From the judge's point of view, you can learn a lot from the way a dog sets off. You can learn a lot from the way the dog approaches its movement, even if it hasn't really got enough room to take its full stride. Хороший судья может увидеть качество движения у собаки еще только на самом первом шаге, в момент, когда собака только начинает движение, потому что уже в самом первом движении, в первом толчке видно, хорошее ли у собаки движение. Speed is not the essence. Скорость
не важно вообще. А скользкий пол? Slippery floors. Slippery floors are a problem, of Это course. проблема. And it's always frustrating if there is carpet in the ring, and then you'll get exhibitors where the handler will go on the carpet and they'll put their dog on the shiny floor. И проблема очень часто возникает, что когда в ринге есть дорожки, что хендлер не смотрит, сам бежит по дорожке, а собака бежит по скользкому полу. Hopefully dogs will have been schooled so that they learn to pace themselves, so that they take things steadily, and also there is etiquette as well. I think it's very upsetting to see exhibitors pushing towards the front. They overlap other handlers, and this is extremely bad manners. It's very, very unfair to the dog that's in front of you. And if you've got, I'm sorry, I'm going to give a little bit of it, I have to get some of the words out, you can have a rest. If you've got a long striding dog, then pace yourself. Make sure that the person in front of you goes ahead a little bit. Okay. Много хендлеров, не обязательно здесь, вчера в России, в общем, но и здесь тоже, но всегда имеют этикет и манеры поведения в ринге, набегают на предыдущего человека, прижимают, пытаются обогнать. Это все, естественно, портит движение собак. I feel sorry for you in the way that your system brings the exhibitors in alphabetical Она order. считает, что неправильно, и жалко, что в России собаки обязаны быть построены по номерам. В ринге, когда выходит в ринге, что построено по номерам. It puts some exhibitors at an unfair И advantage. это поставит некоторых экспонентов And some exhibitors at a disadvantage. Для кого-то это плюс, а для кого-то это будет минус, потому что какие-то люди бегут медленно, но если они это знают, они могут, например, стать последними в Англии или даже в Европе. У вас, если вдруг перед вами бежит кто-то очень медленно, а вам хочется бежать быстрее, то ваша собака будет бежать хуже, потому что ей мешают спереди. Но ведь судья переставляет движение собак. Он очень часто переставляет. Можно... Я знаю, что Там сразу выстраиваются. Да, но вы первый выходите в круг, выстраиваетесь по кругу, бежите по кругу. Уже в первом круге никто никого не переставляет. Это уже В первом круге кто-то в плюсе, а кто-то в минусе. Изначально. On the strength of that, I don't want you lot coming over to the UK because there's too many good handlers. Но она не хочет, чтобы вы все приехали в Англию выставляться, потому что слишком хорошие хендлеры. We, of course, can stand wherever we want, depending on what sort of dog you have, how old it is, and where your favourite position is. But we have what we have to work with in this country. But what do you think about the dog, real quality of the dog? I think the quality of the dogs is very good. Качество собак в общем очень хорошее. I think you have to watch a number of things. Следует следить за несколькими вещами. But try always never to hang on to one particular issue. Никогда не зацикливайтесь на чем-то одном. You must Всегда в общем. always look at the dog as a whole. Собака это одно целое. Нужно смотреть на одно целое, а не на отдельные стати. Тамара, она судила несколько лет назад в Москве и судила сегодня. Есть разница между впечатлением собак? You were judging a few years ago in Moscow and you were judging here. Do you see any difference, improvement or lack of improvement? Do you see the difference in quality of the dogs? I think the dogs were better yesterday. Собаки были лучше вчера. But you also have to remember that I could judge the same entry that I had in Moscow a few years ago, and my opinions might be different. Да, ну прекрасно может быть, что у нее могли быть вчера совершенно те же собаки, как в Москве, она могла их отсудить по-другому, потому что судейство – это оценка собаки в данный конкретный момент, а завтра или через неделю это может поменяться. You have to remember that for a judge, they're taking this dog
in one moment of time. And this also reflects on the gradings. So, for example, there may well have been dogs yesterday that were graded as an excellent or a very good. Even today, you might go over the same dogs, you may well turn those... Судья оценивает собаку на данный конкретный момент в ринге. Это относится к победителям, это относится к расстановкам, это относится к оценкам отлично или очень хорошо. Каждый день в разной конкуренции собака может быть оценена совершенно по-разному. Собака, которая, любая собака, она не называет вообще никакой конкретной, положим, любая собака, которая победила вчера, сегодня, может быть, совершенно не победит. То есть это расстановка, победа на выставке, это только оценка судьи момента этого дня. Dogs like us can carry ourselves differently each day. Каждый день собака может себя совершенно по-другому вести и чувствовать, от этого зависит и оценка. Собаку сравнивают именно со своим внутренним представлением стандарта или с соседними Do you compare the dog with your own idea of standards, or do you compare the dog with others in the ring? It's not my own idea of standards. No, she didn't mean like it's that. My own interpretation of standards. She didn't mean anything bad. I think, to be honest, you are looking at your entry and trying to get a feel of the quality that day. Because there have been some places, not Russia, but there have been some places where you have judged where the quality is so good that you would have to be pretty tough, or you'd end up with them all coming back in again. Or similarly, there are other countries where I have judged where one has to give a little bit of encouragement and not wish that everybody goes off and shoots their dogs. So it's a very, how can I explain? I can't explain, how can you explain? It's a feel of the class you're getting. You do get a feel of the class. Заходит весь класс и смотрится на весь класс, на уровень всего класса, потому что, например, невозможно. Есть страны, в которых выйдет класс, в котором будет 20 собак, и каждая из них будет одна лучше другой, и приходится как-то их сравнивать между собой, потому что если их не сравнивать между собой, остаться только думать про то, что ты считаешь, останется 20 собак в расстановке. Есть другие страны, в которых качество этого класса будет настолько плохим, что если оценивать их только относительно своего видения стандарта, тогда все получат. That you want them to have into a bowl at the beginning of the day, then at least you can see how much she has got through. And leave it there. Yeah. No, I don't mean on the floor. I mean so that you, as you go to take some out, because sometimes people say, oh, she's hardly eating anything. Where actually, if they added all together, all the little bits that they had, I have had bitches that have been very reluctant to eat towards the end of a pregnancy, and even after they first whelped, they can sometimes be very reluctant to really tuck in, and you can panic because you look to think they've got 8, 9, 10 puppies there and they're not eating. I do sometimes sprinkle kibble food actually in the dog bed, and not in a bowl, but just sprinkle it in the bed. Okay. And the bitches will always go, you're making such a mess, and they'll tidy up. Okay, во-первых, нам иногда кажется, что собака ест слишком мало, а мы просто вообще не понимаем, насколько мы хотим, чтобы она ела много. То есть сама для себя ты должна вынуть из мешка столько, сколько ты хочешь, то количество, которое ты хочешь, чтобы она съела в день. Вынь, положи в какую-нибудь миску на стол и клади оттуда. Таким образом ты будешь знать, насколько она ест на самом деле. Потому что очень часто кажется, что она не ест, а в конце дня ты увидишь, что то, что ты собиралась ей дать за день, она съест. Это во-первых. Во-вторых, не ест, ставь так. У нее были сутки, которые очень плохо ели, которые даже после родов не ели неделю или две, и ничего особенно страшного в этом нет. Можно эти крокетки посыпать, если у нее есть место, или потом, когда она будет уже в загоне, сыпать на пол в загоне или на подстилку. Они тогда надо убирать, надо же убрать тут в загон место, они это съедают просто как, чтобы надо чисто убрать. солодко. Да, чисто.
Тамара, каким кормом они кормят? Каким кормом она кормит? Чем вообще кормом или и отношение к натуралке сразу можно? Натуральный корм. Which food you are feeding and your attitude to natural food? Я в Америке спросила, натуралки вообще нет. I have used complete foods for many, many Она years. кормила очень много лет And I сухим think, кормом. I think that complete quality foods have got an awful lot to offer. И считает, что сухой корм, хороший сухой корм имеет очень много преимуществ. But I have to say, I changed over to a raw meaty bone diet back in March. I'm very fortunate in that I have suppliers of chicken carcasses, lamb Она necks. в марте этого года она перешла, попробовать она никогда так не делала, но сейчас она пробует, она перешла на барф-диету в марте. And Barf. And I think I would be reluctant to go back now. I used to be worried because I work my dogs. I would be worried in case if I sent them out to pick a bird that had been split in the chest that they would associate that with food, but in fact they don't. Она долго сомневалась, и, собственно, она сейчас еще пробует. Пока она всем очень довольна на барф-диете, но барф-диета, это, безусловно, она живет в деревне, она, если она дает курицу, то там, это курица, которая вчера или сегодня бегала, естественно, она сырая, она кушала травку и все такое прочее, но она пробует сейчас, то есть она кормила 20 или больше лет сухим кормом и была им довольна. А можно попросить, кто тоже Что? на этот вопрос, If they may ask the same question. И можно сейчас я еще второй I've been вопрос? using raw food for my adult dogs for 15 to 20 years now. I eat raw chicken, make Она raw использует muesli. The only thing I cook is brown rice, raw vegetable, and only my puppies I bring up on raw canning up to about 1 year. Взрослые собаки днем на барфе, единственное, что она варит, немножко барфе, единственное, что она варит, это коричневый рис, щенки до года или до того момента, как она считает, что они доросли до своего правильного размера, едят ролл-канин. И также беременная сука ест ролл-канин, который ХД 42, потом Макс и Бэйби Дог, потом... Если, Тамара, глюкозаминоходронитин не используют при выращивании щенков, или как бы это не показания? Do you give glucosamine and chondroitin to the dogs? Добавки не используют. В Европе добавки не используются старым собакам, больным собакам, как она. Добавки, в принципе, используются только в Европе, только в Англии, только по назначению. Не просто так, если проблемы, да, а так. Еще по режиму питания, вот есть такой, да, вот, например, у нас вот часто там рекомендации, да, вот если собака не ест, ну, к примеру, да, вот оставил лишнего на 10, там, на 5 минут, там, или на 10 не съела, все, убрала следующее кормление. Или они ставят утреннюю порцию и ждут, пока она съест, ну, там, через час, через два, там, У через... них такого не бывает, у них собаки сжирают все, и сама не была бы тебя спрашивать. What do you do if the dogs are bad eaters? Do you leave the food stand for whole day, or you just don't care? У них едят собаки, потому что они делают вот так. Нет, вот их отношение к еде совершенно другое, чем в России. Не ел, Can I also my Sussex, I have had three breeds. My Sussex Spaniels do not like to eat. and what For food? 13 years, I put the food in his mouth and he swallowed. 13 years. It was, And he was top champion, У меня 18 был один- cc's, top stud dog. У нее был один Сассекс спаниель, который был чемпион, у него было 18 cc. Он, что бы она ни делала, он есть не хотел, поэтому она всю жизнь просто запихивала ему еду в рот. Ну, это один способ. Собаки едят из миски, грубо говоря, или за работу, если рабочая собака, то есть кормление происходит в процессе Конечно, из миски. Из миски, конечно. Не, ну просто- If the dogs are eating кормят from в the процессе bowl, работы. or they eat like a reward for working. Of course they eat from the bowl. В процессе работы никто не кормит, они You работают. feed them from the Yes, bowl. they have in the morning. They have a raw chicken carcass, or they have a lamb neck in the morning, or pig trotters they have sometimes, and then in the evening they have a pound of minced meat.
But from the bowl. From a bowl, yes. Из But in the миски. morning, they just have it out on the lawn. Из миски. Ну, утром, например, им дают кости, куриные кости или бараньи кости. Ну, бараньи кости не в миску, просто все лежат, им дают. Но вечером мясо из миски. Но это как завтрак и ужин, они... Нет, просто есть как бы, ну, такое вот тоже я вот слышала, я знаю, что для рабочих собак они получают еду за работу. Нет, это вообще нет. То есть не просто вот еда, А куриные кости имеется в виду ребра, вот это Каркас. Just to answer the question, because I don't think I actually did answer it. If my dogs don't eat, then they don't eat. Да, The если food goes ну, в down. общем, если собаки не едят, не едят. If the food goes down, if they refuse it, then the bowl comes up and it's offered to somebody else. The next day the food goes down, they'll eat it. They'll eat it. I don't fuss them. I don't fuss them. Because if you don't feel like eating yourself, how ghastly, with all due respect with what you've just said, but how ghastly to be force-fed. I don't have fattened goose in my house. They either eat it or they don't. And I've always said if they don't eat, then I bury them. Well, we say Sussex are born with a will to die. They Oh, right. don't like to get from Good reason not to have a Sussex then, hey? Она сказала, что если ее собака не ест, она не ест, она никого есть не заставляет. Миска дается утром, собака не съела, миска убирается, предлагается вечером. Не съела, да. На следующий день обычно все едят. A healthy dog in healthy body and healthy mind should have a healthy appetite. Здоровая It really собака should. телом и головой должна иметь правильный аппетит. У меня вопрос к тому, что у нас возникла проблема агрессивности, как у лабрадоров, так и у голубей. Ну, засилие агрессивных собак. Что непородно? В чем Каким вопрос? образом регулируется это? Или у них нет такой проблемы? Или у них такой проблемы? В каком случае собака считается агрессивной? Да, критерии. Да, и критерии вот этой In агрессивности. Russia there are a lot of aggressive dogs as well as golden Labradors. They ask, first of all, what would you see as aggressive in your idea? Какова And критерии, Критерии агрессивности, ну вот именно как определяется. Как определяется, и как это контролируется, если это есть control So what is aggressive? What would seem to be aggressive in gold? Right, okay. In dog, male, dog, best dog. Well, what I would first of all say is that actually to work and show an aggressive dog is just a no-no. It's just impossible. Если собака каким-либо образом агрессивна, она не должна ни работать, ни ходить на выставку. Particularly if you're working dogs. If you're showing dogs, you can have an aggressive dog on a very short lead and you can probably get away with it. The reason that I'm so passionate about dogs working is that you see dogs really without any support from us. You really see what the animal is like, you see what the animal is capable of doing, and you see how the dog copes with its own В environment. конце концов, агрессивную собаку на выставке можно как-то приструнить или как-то взять на короткий поводок, никто никогда ничего не заметит. А на поле это невозможно. На поле мы видим истинное лицо собаки, и правильный характер голода не агрессивный, это тот, который работает без нас в поле, свободно, с желанием нас, с will to please, и все такое. То есть агрессивный голден будет То работать есть он без не желания? работает тогда, получается. Или он не будет Он работать? не будет хорошо работать, не будет правильно работать. When we are working golden retrievers, they get put into the back of beaters vans, which is like a big tractor lorry. They would be sent out to pick up birds, which are quite a prize, you know, this is something that a dog wants. And if you had two dogs both going for the same bird and there was a problem, И then... почему голдены, если у нас просто охота, идут охотники, с ними идут голдены. Скорее всего, там будет 2, 3, 4, 5, может быть 10 голденов. Скорее, кобелей, сук, всех вместе. Если у голдена неправильный темперамент. Если они швыряются друг на друга, как они могут идти на охоту? А голден находится собака, он должен ходить на охоту. Значит, его темперамент
Непородный. То Непородный есть почему? таких Потому что собак не может из выполнять. разведения, Да. грубо говоря, таким образом. Finish Вот она what хорошо. So I wouldn't tolerate anything that I couldn't work in my breeding. Поэтому она не позволяет, не пускала бы в разведение ни одну собаку, которая не может выполнять свою работу вместе. Вот в такой ситуации, когда много. Один Можно ее просто из разведения убирать. May I just finish my answer sorry. before, because we're not getting anywhere. You can, of course, have bitches that get cross, particularly when other dogs will sniff up behind them. You mustn't confuse a bitch being able to communicate, which is perfectly reasonable, they are allowed to communicate, with aggression. Of course, because I'm You said that, forgetting. yeah, okay. Естественно, нельзя забывать, что, предположим, сука, которая рычит на кобеля, который лезет ей под хвост, это не является, безусловно, никакой агрессией, это она имеет право сообщить. Что ей это не надо. And I have certainly seen some dogs that are a real nuisance, particularly at shows, with people with them on long leads or they're chatting to their friends and they'll start sniffing at a bitch and the bitch will swing round and before you know where you are, someone's going, whoa, watch her. And that's not fair. I think you can also get aggression when you've got dogs that are frustrated and dogs that are frightened. А агрессия также часто происходит у собак, которые нервничают, у собак, которые испуганы. We did a few years ago in the UK have a couple of dogs that used to come into the ring and they would quite deliberately square up to the others. Not for me. He would В Англии было несколько собак, которые заходили в ринг достаточно доминантно, без швыряния, просто достаточно доминантно. Для нее эти собаки должны уходить, это не порода. Can I ask you a question? You Да. have your dogs together, so В they're смысле together. не порода? Это не кобель не должен вот так делать перед другим. Он должен и так. But beware, Они швыряться не проходили. if you knock out all of that, you will end up with males that won't make bitches. Но нужно найти, безусловно, баланс, потому что если Да кобель кобелем. Нет, да, кобель не будет кобелем. Я, может быть, дам пример моего кобеля Санта Гриффиндора, он очень кобелиный. Он кобель кобелем, но его никогда в жизни никто не тронул. И он никогда в жизни никого не тронул. Но как он себя, он видно, что он кобель. Он никогда не задирает хвост. Он никогда не делает вот это вот уши, хвост. Никогда в жизни ни на кого он не делает. Даже если на него кто-то идет с рыком. Он стоит с хвостом в линию спины, в виде как с выставочной стойки. Он стоит, по нему видно, что я тебя не боюсь, я с тобой драться не буду. Но у него совершенно расслабленное выражение лица. Опущенные уши, не зажатые уши, а именно опущенные, и хвост в линию спины, который медленно виляет. Он не выглядит какой-то Хорошо, если он на него кобель. кто-то бросит. Что он ляжет или он будет отвечать? Он встанет и уйдет. I gave them, because I had to translate about that if you take all this male away, this male wouldn't make the beach. And then I gave them example of Griffin, because Griffin is perfect example of temperament. I just explained how he does it. When he comes in the ring, he's very male, but he never does that. He will never put his tail up or ears. He just says, here I am, I'm friendly. If you watch, certainly because your young males go up into the open class very much quicker than we do. We've got a better graduation of age. But you will watch the males in junior and yearling, and so many of them have got their tails up, which looks horrid. And then give them another year, you get them into postgraduate, and they're all, by the time they get to limit, they're all, oh, hello, mate, how are you? You know, everybody's fine. Yesterday, I didn't have one dog growl, I didn't have any aggressive problems. There were a few that I felt were agitated and untypical of this position. I don't want to see golden retrievers
like this. Что нужно помнить в любом случае, что молодой кобель, нужно дать все-таки немножко времени, молодой кобель будет иногда поднимать хвост или задирать его, это, собственно, нормально, До какого он себя утверждает. Возраст, медленно, у них, лет до 2,5. Но после этого кобель должен уже расслабляться, совершенно спокойно. Более конкретно на выставке вчера она не видела агрессивных собак, но она видела довольно много трусливых и нервных собак. По-моему, то же самое про лабрадор, это же немножко разное. Да, у лабрадоров тоже проблемы. Нет. Could you please answer the same? Which Labrador temperament would you consider to be aggressive, and what would you do with a Labrador which is, in your opinion, aggressive? I mean, breed, no breed, and things like that. If I'm judging in my ring and I turn around and two dogs are growling at each other, I would dismiss both. Если кто-то в ее ринге зарычит, они тут же Within выгоняются из ринга. Heather as well as myself, we run all our dogs and bitches together, so they must get on. Так же, как когда у Carole собаки живут все вместе, и поэтому они не могут быть агрессивными. And they will make their own hierarchy within the group. Безусловно, они делают свою, каждая стая имеет свою иерархию, они это выясняют сами, но без драки. But if I had an aggressive dog, he would leave me immediately. He would be castrated, so I couldn't make sure that he would not. Если бы у нее была бы рычащая собака, он бы тут же покинул ее дом, And I would try and perhaps get him a job where he might be useful with the police or something. И она бы постаралась найти какую-то работу, чтобы он мог занять I have более полезной 3 работой. sniffer dogs out and 3 dogs for the disabled in my Labradors and my kennel in Europe at the moment. Она, у нее есть несколько лабрадоров, которые... Not that they were aggressive, but you can do other jobs. Работают в полиции не потому, что они были агрессивные, а они работают как эти... I would never breed from anything Она aggressive. никогда в жизни не Dog or bitch. не вязала бы ни суку, ни кобеля, которые агрессивны. А можно еще вопрос? Она вяжет своих кобелей с суками из других стран, если она не видит их по фото и отправляет ли сперму. То есть, и что является критерием выбора? То есть она, получается, видит только фото, родословную и титул собаки. Would you allow your dog to make a bitch from other countries only by seeing the photo? I would try and find out what the bitch was like, because I would never sell to anybody I didn't know or have found out about. I have friends, turn it off. I have friends all over the world and I can usually find out. Она постарается найти, как выглядит So эта if I сука. found out the bitch was of good temperament, I would be quite happy. Но у нее очень много знакомых вокруг мира, поэтому, безусловно, она будет And I would never accept много bitch. информации вокруг, I have узнавать. sent bitches away who have come to me and I found out they're bad temperament if they come Да, to и me. она, если она вдруг не приезжает чужая сука, которая агрессивная или которая ей не нравится, она ее тут же отправляет, и она не вяжется. Тамара, у меня вопрос по грумингу, вчерашнему Голдену. Есть какие-то замечания? И что она предпочитает? Какой груминг? Could you please give your comments on grooming? The grooming was to a very high standard. You obviously trim your tails differently. Груминг хороший, но хвосты пострижены совершенно по-другому. Many of them were a little too long for my Слишком eye, длинные хвосты, слишком длинные имеется в виду не тут, а тут. which made the whole dog look rather unbalanced. Что дисбалансирует собаку. Жалко же отрезать. It's a pity to cut. Lots of long nails, Слишком очень много длинных ногтей. Labradors as well. Yeah. Лабрадоры тоже. and I hate, can you Hate.
than when they're shaved. Она ненавидит бритые шеи, которые вчера были. Перестриженные бритые шеи. The reason that we trim a golden retriever is to enhance the look of it. It's not topiary. Topiary is when you shave edges, yeah. It's not topiary. And if you have a very, very skillful trimmer, we've all seen them, where golden retrievers are cut into an absolutely classic shape, but then when the judge puts their hands on them, they haven't really got a fore chest, and they haven't really got a level tail set, because it's all actually puffed up, and you'll fool some of the people some of the time. But I think that you really want a natural looking dog that is just a little enhanced. But things like trimming feet is a housework thing to me. If my dog's feet are all trimmed, then they bring less dirt into the house. Okay, I will translate that part. Okay. Значит, мы стрижем голдена для того, чтобы он выглядел аккуратным и чтобы подчеркнуть его хорошие качества. Мы не стрижем голдена для того, чтобы стричь его как куст и сделать его идеальным. И настричь ему, что очень часто происходит, что также было видно вчера. И непонятно, I will translate to были крашеные носы. Во-первых, совершенно непонятно, кого этим дурят. Судья все-таки не совсем идиот, это видно, что носы просто покрашены. And in my humble opinion, it's deceitful, because if I was looking at dogs in the ring, perhaps to choose my next stud dog for one of my bitches, I might have a bitch that has poor pigment. And I could spot a dog in the ring with a very, very black nose and think, that's the man for me. Кроме того, это в принципе вранье, которое оно не безопасное, потому что, к примеру, вы сидите рядом с рингом и вы ищете кобеля для своей суки, у которой плохой пигмент. Ну и вы бы хотели найти кобеля, который, кроме его хороших других качеств, имел бы хороший пигмент. Вы не находитесь в ринге, у вас нет в данный момент подойти и заглянуть на собаку. Вы смотрите, видите, о, красивый кобель, и нос какой у него черный, пигмент замечательный. Вы вяжете суку, и у вас получается, что вы, выбирая хороший пигмент, из-за того, что люди просто откровенно врут, вяжете двух собак с плохим пигментом, получаете еще более плохой пигмент. Ну, Том, если следовать этой логике, они когда вяжут, но они же собирают информацию достаточно. Ну, это красить носы. The majority of dogs will lose their pigment to a certain degree during winter. Не говоря о том, что голден, большинство из голден потеряют пигмент зимой в той или иной степени, в этом нет ничего страшного. In particular, bitches will very often lose pigmentation just before they come in season. But I think those of us that have bred will all confirm that actually when a bitch is nursing puppies, it goes very black again. У сук часто при беременности или перед течкой нос пигмент уходит, когда сука рожает, нос возвращается. So this change in pigmentation is a natural thing, just like the changing of the coat is a natural thing. Изменение в пигменте носа также натуральная вещь, как изменение как шерсти. If you've got poor pigment, breed for better. Don't paint it. Если плохой пигмент у собаки, постарайтесь это вывести, производить правильно, но не красить. Том, как гонят глисты? Как часто, как щенкам вот самым вот маленькие родились и взрослые? Вот какая... How often would you want a puppy, a newborn puppy, and if you want your adult dogs? I worm my puppies at 2 weeks, 4 weeks and 6 weeks. Щенков 2, 4, 6. And then before they go they have a spot on. Because if I put the spot on them, then I don't upset their gut. Да. 2-4-6 недель, прежде чем они уходят, это обычно где-то 8 недель, она дает еще раз, только не глистогон внутрь, а глистогон на шею, потому что давать 4-й раз глистогон внутрь, она считает несколько сложно для желудка. I do mine 4 times as well before they leave. Carole то же самое делает. А взрослым? An adult? Do you want to? Probably I worm them more frequently than they need, probably every 3 months. But Yeah. they because the bitches will be wormed
when they come in season before they're mated. And I have to admit that whenever, I don't have, you know, I've only got 7 dogs at home, so if I'm worming one, then I tend to Ну, worm примерно каждые 3 месяца, потому что прежде чем сука повязана, она вяжется, когда она ей дают глистогон, когда у нее начинается течка, у нее только 7 собак, поэтому если по какой-то причине нужно проглистогонить одну, она глистогонит всех, и в общем получается, что это примерно... I think it's quite important to use different products. Она считает, что это важно использовать разные препараты. Because I have 2 litters maybe a year, so I've usually got some young dogs. Young dogs are more prone to roundworms. So I worm every 3 months, January 1, April 1, September 1, so. Adults and juniors. Она тоже всегда каждые 3 месяца, потому что у нее обычно 2 помета в год, и всегда есть молодые собаки, и поэтому она всегда, всю жизнь, каждые 3 месяца все. Вот так, это же часто, раз в 3 месяца. Не портится. Если бы у нее были только кобели, то это было бы раз в полгода. Что? То есть не вредно для организма? Is it not harmful for the dog to be wormed every 3 months? No. Обоим экспертам по поводу подбора пары. Вот, к чему они придерживаются больше, по типу или все-таки по кровям? По типу. Просто оба When you are choosing dog for mating, what do you prefer? Correct pedigree which complement or fits your pedigree, or you would prefer the type? Well, I'm looking, whenever I'm mating a bitch, I'm perhaps looking to improve on 1 or 2 things. You need to focus on what you're actually trying to get out of the mating. Прежде чем собаку вязать, нужно, собственно, понять, для чего мы ее вяжем. Изначально мы выбираем 1 или 2 вещи, которые мы хотим улучшить. Сначала это нужно понять, а потом мы смотрим тип или родословное, или мы смотрим, какая конкретно собака исправит эти 2 вещи. То есть прежде чем мы вообще думаем о типе или родословной, и вообще задумываемся о том, что мы будем взять собаку, мы выясняем, для чего мы ее вяжем и что мы будем улучшать. Для здоровья. So you would look for that one particular asset and find your dog that best fits that. It's not an either or. It's not a do I have the pedigree or do I have the dog. You're looking. Это не то, что или тип, или родословная, это собака, которая может... I have to say, if I really like the dog, but I really don't like his pedigree, I won't use him. Но, если ей очень нравится собака, но совсем не нравится родословная, она его не использует. Ну вот я это хотела заметить. Собака без титулов, Yes, I mean, to me it's always important to know the failings on your bitch and do not use a stud dog that has the same ones, otherwise you set the bad bits. So always make sure if you would look for a better tail set, you make sure your bitch is not very good, you make sure the dog has good tail set. But what? But if you really like a dog, which has if I do not like the lines behind him, I wouldn't touch. No. Естественно, не вязать собаку с 2 одинаковыми недостатками, во-первых. Во-вторых, если нравится собака, но не нравится родословная, нет, не будет использовать. Вот, ну это да, это основной пункт. Допустим, да, вот, ну, правильно, нельзя с одинаковыми недостатками, с каким кобелем, да, будет, например, повязан, который имеет вот то достоинство, которое нужно улучшить, и какой-то, ну, недостаток, да, который, ну, может бесить. Или, ну, средняя собака. То есть вот что она выберет? Повязаться средняя собака, которая, в принципе, имеет то достоинство, которое ей нужно улучшить, но не так явно выраженное, как у собаки, которая имеет недостаток. What question is? We're trying to be diplomatic. Это вопрос заучивания, честно говоря. Сознание. Let us say the shoulder, ambulance, front. You are improving front. You have a dog, and we assume both dogs have pedigrees you more or less like. So
You're having a dog with excellent front and with complete rubbish back end and I don't know whatever. But the quality which you want to improve, the dog really has it perfectly. Or you have another dog which is okay on everything. He is okay here, pedigree is okay. Which one would you choose? Well, okay. None of them. First of all, okay is not good enough. Во-первых, собака, у которой всего достаточно, ну, так всего достаточно, такую собаку вообще не нужно использовать. If you mate okay to okay, you're just going to get okay. То есть собак, которые такие, ну, в принципе, средние, их в принципе не нужно вязать. Ни кобелей, ни сук. If I'm looking to improve a front and there's a dog out there with an excellent front but he's got a not very good back end, perhaps he's got a low tail set or something, I would look at what he's producing. Because at the end of the day, that's what you're going out to get, his genes. You can't get him, he's there. So you're looking to see what he produces. If he produces good forehands to perhaps other bitches that were lacking in that department, then that's probably your man. То есть нужно смотреть, тогда нужно смотреть, что кобель с хорошим передом, ну, перед улучшает, передает. Потому что мы же не получим самого кобеля отца, мы получим его гены, поэтому нам нужно смотреть, что он передал. Если он передает хороший период и не портит ничего остального, да, его можно использовать, но если он не передает вперед, то какой смысл? A very old saying in the UK would be, if you really like a dog, use his father. И обычно мы следуем поговорке, если вам очень нравится собака, используйте его отца. Сейчас, наверное... А по каким моментам? I have used a dog to, that I didn't like the front. It wasn't that bad, but not what I was looking for. But he had other things I was looking for. I knew my bitch line was very strong. I had my fronts, not his. В ее случае она использовала собаку, у которой были те качества, которые она хотела улучшить, но у него был, она другое что-то улучшала, не перед. У этой собаки был не такой перед, как она хочет, но она была уверена, что ее суки передают этот перед, и поэтому да, тогда может. Can I also say, I sometimes find, as I said before, that yellow dog I had was a very prepotent stud dog. This is not that common, is it? It's usually your bitch line that carries... I think one would always say that the strength of a kennel is in its bitches. Сила питомника в суках, а не в кобелях, потому что to see it as a successful breed. If you have 10, for example. Very occasionally you'll get a litter of 10, and I've probably had, I don't mean a litter of 10, but you would get a litter, and all of them, you would say, do you know what, I'd keep any of them. But more often than not, you would probably have a third of the litter that were really shining stars. Если треть помета хорошая, это очень хороший помет. You're asking for a figure again, and it's not like that. It really isn't like that. Но да, вы все хотите получать цифры и номера. Разведение это не цифры и не номера. Can I answer? Yes. Whenever I breed a litter, it's for me. I'm always the first person in the litter to choose, and if I've got one or two, maybe three really good ones, I think that's brilliant. Once I had 5, became champions out of one litter, but this is unusual. Она разводит собак для себя, если она в помете получила даже одного, ну или 2, или 3 хороших, ну даже одного, значит это успешный помет. But they are all good quality puppies and sound. Ну а все другие, они не звезды, но тем не менее, безусловно, качество помета должно быть хорошее, что они все... Ну, это понятно, да. You done with me, yeah? Сейчас назвали все, да. Somebody? Да, можно вопрос еще? Во-первых, я хотела отдать эксперту. У меня вопрос к нашим обоим экспертам. Well, ну сейчас, do we have catalog with us?
Yes. Yeah. Can you give us please? Нет, я не знаю. Нет, Тамара, у меня не вопрос по каталогу, вопрос, отдали ли мы каталог, если... Да, есть. Ну, да. У меня вопрос по выставке к обоим экспертам. Именно насчет поголовья сук. Какие суки на выставке им понравились? И были ли суки, которых они согласились повязать со своими, например, кабелями по такому критерию? Ну, то есть оцените вы Хорошо, я поняла. сук, которые были на выставке, да, и понравились ли какие-то отдельно? Нет, слушай, да они любую повяжешь, любую суку сделать. Это неправда. Да неправда, не надо. Серьезно. Я заботчик, у меня есть кабели. Ну и что? Да, я тоже имею диплом судьи. Ну, я Так вот, понимаю. я своим кабелем вчера на выставке повязала бы 2 сук. Могу назвать имена, если хотите, могу не называть. Нет, я знаю Но было точно, что 2 нет. суки. Я знаю точно, что нет, что отказ. Okay. Вопрос просто абстрактный. How did you like the beaches quality yesterday in the ring? And if there were beaches which you would mate with your dogs, which you would think good enough to be mated? Oh yes, definitely. Да, там были суки, которых она бы There повязала. were a number of bitches that I had entered underneath. The quality of cold beach entry. You like the beaches, all of them. Well, not all of them. No, but I think generally the bitch entry was particularly good, and there were bitches there yesterday that would win in the UK. And winning in the UK is real tough. Что были, безусловно, не все, но там были хорошие суки, и те суки, которые могли выиграть. But I would also, I really would compliment them once again that there were bitches there yesterday that really did show themselves to advantage because they were so beautifully handled. Да, но очень много собак выглядели так хорошо благодаря хендлерам, которые замечательно их показывают. Да. I found quite a few Labradors far too heavy. Too much weight. I really, it says sturdy. It does not mean fat, it means muscle. And there was a lot of just heavy dogs. You found all my winners did not have, were not fat. So this is important. Also, it is important to get the correct head. There was some there that were much too strong for me. Some had rather a round eye. But on the whole, very good bites, and again, they have problems with the shoulder. This is all over the world. It's all over the world. It's not just in Russia, it's in England. If I was judging 200 Cocker Spaniels, I might only find 4 bad fronts. Если она судила кокеров, то она бы нашла, может быть, только 4, из 200 кокеров нашла бы 4 плохие. Perhaps if I judged 400 Labradors, 200 Labradors, I would only find 4 good fronts. Лабрадоров, наоборот, even in England. 200 лабрадоров, то может быть только 4 хорошие. But what they asked actually was more also how was specifically beach entry. Were you happy with your beach entry, and would you make some of the dogs with Yes, your? there was. I liked very much the bitch who was my best of breed, and I also liked very much the bitch. You have a young bitch. She had a very young bitch. I said I liked her very much indeed. Yeah. She was only junior still, I think, wasn't she? Or Junior. Intermediate. But very nice, a very nice type. So there were lots of nice bitches there, but two particular ones that hit me was two that stay in my mind are the young bitch and the... Комплименты хендлерам, потому что они хорошо хендлерили, тем не менее, она не занимается джуниор хендлерами суд. Понятно, то есть она не суд хендлер. Тамар, а они вообще не используют никаких добавок, ни кальция, ни вот... Я могу вообще, спросить, но вообще ничего никогда. Только они используют, если собака больна. Я поняла. Профилактически нет.
По поводу проблем со связками, это генетическое они считают, либо же это проблема выращивания? Они вообще не знают, что такое проблема со связкой. Нет, Разрыв связки. Разрыв да, связки. И используют ли они этих собак в дальнейшем? Как разрыв связки не может быть генетическим, потому что это травма. Ну, устроение там, например, Подверженность какая-то генетическая. It's saying that the broken knee ligament is genetic fault. Yes. I think the predisposition of ruptured cruciates has got to be taken quite seriously. Да, это predisposition, это да, предрасположенность к разрывам, да, может быть, ее нужно достаточно серьезно воспринимать. I don't know how you actually translate this. I don't know that the condition is inherited, but I do think that the predisposition to it happening is probably inherited. A bit like breast cancer. But predisposition would become like if breast cancer, if mother and auntie and grandmother. Да, они считают, что you can't catch it, but it's you might. Есть предрасположенность, которую они сравнивают с предрасположенностью у женщин с раком груди. Let's put it this way: if I had a dog that ruptures his cruciate ligament, he would not be at stud anymore. Да. Если бы у нее была собака, которая порвала связку, она бы не использовала ее. I've had two over 40 years. One was a pet dog, and the other one was a brood bitch. And she had. I went to the vet and said, "I think something's wrong here." No, fine. You made her. And 3 weeks later, the cruciate went. So she didn't have any more puppies, but that was her third and last litter anyway. У нее за 40 лет было 2 собаки, которые порвали связки. Одна была диванная собака, другая собака, это случилось уже в тот момент, когда она была беременная, но это был ее последний. Она ее больше не вязала, то есть она тоже, да, не будет их вязать. But swimming, if you have a cruciate done, swim your dog, it will make it really sound. Но плавание очень помогает при разрывах связок. 13.5 years, no problem. И они живут до 13-14 лет без каких-либо проблем. Там величина вот физических нагрузок для их собак, да, вот сколько они дают физических нагрузок? Щенкам или взрослым? С какого возраста щенков? С какого возраста? Да, там, если... Физическую нагрузку и щенкам и взрослым, с какого? How much is your puppy allowed to run, have a physical exercise, and from which... This is fun. You will die. You will die. My puppies at 12 weeks go in the back of the car with all of my adults, and they all go down to the forest. But for her... And how far do you walk? They trickle along with me. Yeah, but not leashed. No, they're not leashed. No. Собаки с 12 недель. They walk alongside me for half an hour, 40 minutes. С 12 недель они едут с другими собаками на прогулку в лес, гуляют где-то, идут рядом с ней где-то полчаса 40 минут, но без поводка. So when they come home, they sleep soundly. I think that more puppies do damage roughhousing and doing the wall of death around the garden because they haven't been exercised and because they're so pent up with energy. Я думаю, что очень опасно, более опасно, чем просто идти без поводка в лесу, да, по тропинке, более опасно, когда щенок безобразничает дома. Потому что у меня что делать? What I don't do is they're not allowed to jump out of the car. They're not, because we have a 4x4 vehicle that we take the dogs out in, so it's quite high, the back, and the dogs aren't allowed to jump out. And they don't jump in until they're a year old. То есть прыгать нельзя, а забираться он может по ступенькам, да? Чтобы потом упасть, сломать Stairs, no stairs. No, they don't go upstairs. No. Другое дело, что просто действительно нужно понимать, что их лес и российское содержание или бельгийское содержание – это вообще разные вещи. То есть их лес – это даже простой натуральный лес, это реально мягенькая такая
идеально ровная тропиночка. Да? Она медленно идет, а этот щеночек за ней медленно трусит без какого-либо поводка. Даже в Бельгии или тут, естественно, это дорога, нужно поводок, это вообще по-другому. It's not the hips I worry about. It's elbows coming downstairs. Она, лестница, она не разрешает сходить, потому что она боится за локти. I have slightly different, but quite similar. I always keep two for company, and they do not mix with the big dogs really until they're 6 months plus, because I always have some youngsters, so maybe 18 months, still a bit silly. Yeah. So 6 months they stay by themselves, but they play, have their own paddock, everything. But they play with each other. Oh yeah, but they go out walking. On a lead, they'd learn about, because I live in the country, they learn about roads, and so from the injections up to 6 months, 1 kilometre a day. From 6 months to 9 months, 1.5 kilometres. 9 months to a year, 2 kilometres. After that, as much as they want. У нее по-другому, она всегда оставляет 2 щенков в помете. Щенки никогда не сводятся со взрослыми собаками, никогда не играют со взрослыми собаками до 6 месяцев, не общаются вообще. Ну, 2 щенка общаются между собой, естественно, они вместе. Они могут играть в свободном полете, опять же, в ее личном лугу, или как там сказать, газончики. Они ходят гулять. Please say me the numbers again. The numbers from when they have finished their injections to 6 months, 1 kilometre a day. Примерно с 3,5–4 месяцев они ходят по ровной дороге на поводке 1 километр в день, с 4 до 6 месяцев 1 километр в день. From 6 to 9, 1.5. С 6 до 9 1,5 километра в день на поводке достаточно медленным шагом. 9 to 12. С 9 до 12 2 километра в день. Потом как хочешь. After 12, lots. But I tell them, if they want to go out, especially puppies, families, if they want to go out for a long walk once a week or so, no problem, 2 or 3 miles. В день или за раз? В день. Sorry, Максимум maybe 5 kilometers. А что с ними уходит? Следующий вопрос. Но если, например, у нее покупают собак, да, и человек хочет обязательно со своим щенком раз в неделю на уикенд ходить в лес, ну хорошо, 1 раз в день, 1 раз в неделю, можно дать более большую прогулку, но не более того. Бедные. А можно еще по поводу плавания спросить? Ну, с какого возраста они дают щенкам плавать? С самого начала, когда угодно, я и спрошу. Ну, понятно, что у нас разная температура, как бы, и осенью, и весной. Да, и как бы... From which age you allow your puppy to sleep freely, and what is not too cold for them? Well, yes, I suppose it would depend on the time of year for a small puppy. The main problem that I would have where I take the dogs swimming would be them being able to get out. Okay, but from which time, which age you would? Well, if it was in the summer, from 5 months, 4 or 5 months. Значит, если, I just translate that, если это лето, то где-то с 4,5–5 месяцев, можно даже раньше, но больше всего ее беспокоит в этом не плавание, плавание очень хорошо, а то, как собака заходит и выходит из воды. То есть это пологий вход и хороший, то нормально, можно даже раньше, но если нужно прыгать или выпрыгивать, совсем другое дело. Но, естественно, температура воды – это совершенно разные вещи, Россия и Англия. Но если щенок маленький, если она говорит летом, но у них летом это достаточно тепло. Хорошо, а если вот взрослая собака, просто неоднократно встречалась с тем, что у нас там 5-7 градусов тепла, да, на улице, не дают лабрадорам плавать. Хорошо, сейчас я спрошу. Слушайте, собака плавает в проруби. Я прекрасно хочу слышать мнение эксперта. Это все. I said, we introduced ours for about 12 weeks. In my own pond, because it's но у нее личное озеро, поэтому собака плавает с самого начала. The next question was, if it's adult dog and it's, for example, 5, мы говорим не о рабочих питомниках, мы говорим о том, что любой питомник должен разводить собаку рабочего компаньона. Неправильно иметь
они считают полностью рабочий питомник, который разводит непонятно что, и неправильно иметь выставочный питомник, который тоже разводит непонятно что. Правильно, с их точки зрения, иметь как у них питомник, который разводит собак, которые одинаково успешны там и там. Две другие крайности неправильно. То есть в России нет никакой проблемы с той крайностью рабочих. Действительно, в России нет рабочих питомников, но не нужны они. Тамара, у меня еще, чтобы не ушло, длина предплечья, укорочение предплечья и приземистый. Ну, приземистый формат. По-русски предплечье это где? Я не знаю. От пятки до локтя длина. От пятки до локтя. Это предплечье. Укорочение. Ну, то есть собака короткая. Ну да, коротколапая. Приземистая. Коротколапая. Проблема коротколапая. Ну сейчас. Увлечение. Ну это большая проблема. На этот вопрос было отвечено. Я поняла, но у нас сейчас идет это увлечение, идет спор между тем, какой должен быть голден, приземистый или высокий на Голден ногах. должен быть такой, который с легкостью будет прыгать в высокое препятствие на охоте большой птицы. Ну вот я спрашиваю, вот потому что сейчас у нас пошла тенденция к тому, что собака должна быть. Не тенденция, а производитель. Какая тенденция пошла, потому что in Labrador you should have as much leg as you have body. В лабрадоре должна быть длина ноги такая же, как длина тела. Длина? Длина такая же, как длина тела. Высота предплечья до локтя должна быть от локтя до этого. The same leg length, elbow to ground. Elbow to ground. The elbow must be Длина above от локтя до земли должна быть такая же, как от локтя до от груди до холки. Мы по локтю смотрим или по опущенности грудной клетки? Что? Длину груди? Длину от локтя. Ну, длину от локтя до Это холки. лабрадор, Голдену не отдаст. У нас бывает очень часто, что грудь ниже локтя. Вот верхнюю часть мерим от локтя. Верхнюю часть мерим от локтя или от нижней части груди? От нижней части груди. Еще раз спросите. Она сказала это отдельно. От локтя. Elbow От локтя до нога. От локтя до земли, от груди до холки. Sometimes the chest is a little bit underneath. Да, она тоже выпустила иногда грудь ниже локтя. От груди. От груди все-таки. То есть если опущенная грудь, Ногу отдельно мерим, а туловище. Они так не пополам делится. то есть глубокая грудь, тут более длинную. Да, да. А еще ниже грудь. Well, I mean, I just feel that the questions are going a bit round in circles, really. Quite frankly. The answers they already have, I'm sure. They just have to understand it. Right. Так что, в принципе, да, что она очень устала, и вопросы совершенно одни и те же, которые... А можно самый-самый последний вопрос? Тамар, самый последний вопрос. Какие любимые голдены и лабрадоры из выдающихся собак, вот их наших? Любимые представители породы из выдающихся? Мои. В мире. Well, for me, it has to be a dog that can actually fulfill its role in both disciplines. And that means a working dog as well as a show dog. And for me to start giving you half a dozen names would be really rather unfair on the half dozen that I might forget. Она не может дать никаких имен, потому что на самом деле хороших собак очень много, и дать какое-то количество имен было бы очень нечестно по отношению к другому количеству имен, которые ничем не хуже. Для нее настоящая собака Голден — это тот голден, который одинаково хорошо выступает на выставке и работает в клубе. I suppose if you wanted to know my favourite golden retrievers, then look at my pedigrees. И если кто-то хочет узнать, какие голдены ей действительно нравятся, посмотрите на ее родословные.
I mean, there was one dog which, of course, was in the magazine when I did the interview. I mean, Milbury Magnum to me was the most beautiful animal. I would have loved to have used him, but I mean, he had horrendous hits, and that to me was quite a heartbreak because I felt that the dog had so much to offer. So you constantly have to look at the full package. Для нее один из самых лучших But for me, собак это Милдред Магнум. the full test of a dog is one that will go out there and work. Милдред Магнум почему? Потому что это собака, которая невероятно красиво работала, и для нее, в общем, He was beautiful. ценность выставочной собаки в том, насколько хорошо она работает. Unexaggerated and total gentleman. И его классность была в том, что у него не было никаких ничего не было слишком много, все было в балансе, не было никаких преувеличений. What? Sorry. What is or what are your favorite dogs in the breed in the past? Mine. Mine. No, I mean, I have for 40 years very tightly line bred. So I bought, when I came back from Australia and Malaysia, I bought 2 good bitches, and I went back to the kennels that I got them from because they had bred good stuff. And I'm